Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чангук каждый раз контролирует Тэхёна так, словно его вот-вот украдут. Девятое место. Показал, кто тут папочка. Ревнивый Чангук. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук и Тэхён 2 года назад в парных футболках. Седьмое место. Время идет, но что-то остается вечным. Так вот шушукающиеся друг с другом Тэйкук. Шестое место. Поведение пары. Эти голодные взгляды крошки-тигренка. Помните, Тэхён выбрал семью как самое важное? Партнеры тоже семья, верно? Добавил Чангук. Такой милый, ценный и очень о многом говорящий момент. Пятое место. Шел какой-то там день, рубит до сих пор и всегда. Как же им хорошо видеть и да. Четвертое место. Забота. Похоже, он спас целый мир в прошлой жизни, раз получил такого парня в этой. Третье место.
Новости. Тэхён в Инстаграм. Тэхён использует специальные гольф-патчи. Это революционный продукт, разработанный для защиты игроков в гольф от вредных солнечных ультрафиолетовых лучей. Пластырь изготовлен из запатентованного материала, который отражает ультрафиолетовый свет от кожи. Он также водонепроницаем, поэтому на него не повлияют пот или дождь, что позволяет наслаждаться игрой при любых погодных условиях. А то, как он выставляет свою ножку. Тэхён был замечен вместе с режиссером Пак Чхан-уком на фортепианном концерте Сон Джин Чо. Сон Джин Чо – южнокорейский пианист. Получил широкую известность, выиграв первую премию на Севентин международном конкурсе имени Шопена в Варшаве в 2015 году, став первым представителем Республики Корея, удостоенным этой награды. Еще в 2019 году Тэхён сказал: «В последнее время я часто слушаю классическую музыку. Недавно я смотрел видео с пианистом Чо Сон Джином, слышал, что он любит Шопена. То, как он играет, очень впечатляет. Если у меня появится возможность и время, я бы очень хотел сходить на его концерт». Еще несколько кадров с концерта, на котором побывал Тэхён. Тэхён постоянно носит браслет Safe One, что является частью проекта поддержки детей в рамках партнерства с благотворительной организацией Save the Children. Даже когда камеры на него не нацелены, он демонстрирует окружающими свою позицию, тем самым призывая творить добро. Ну какой же он крутыш! Самые красивые глаза. У Чангука явная непереносимость, когда Тэхёна касается кто-то, кто не он. Из рассказа девушки, которая училась вместе с Чангуком. Во время экзамена она оставила на парте конфету и записку, в которой было написано: «Санбеним, съешьте эту конфету и не дайте на экзамене неверные ответы».
Позже Чангук написал на обратной стороне записки «Спасибо за конфету» и оставил автограф. Это очень мило. Лучший мукбангер. Тэхён и его любовь к гольфу. Вы тоже видите этот нимб над головой? Наш красивый ангел. По сообщению The Korea Herald, BTS собираются совершить долгожданный камбэк в полном составе в марте следующего года. В связи с тем, что все 7 участников группы завершают обязательную военную службу к этим выходным, увольнение Юнги запланировано на субботу. Среди фанатов и широкой кей-поп-индустрии растут слухи о том, когда группа воссоединится и возобновит полноценную деятельность. Дата возвращения группы назначена на март следующего года. Недавно подтвердил представитель HYBE через источник в Korea Herald. 2 дополнительных источника из-за рубежа также сообщили, что крупнейшая поп-группа в истории готовится вернуться в полном составе в начале следующего года. Хотя точная дата неизвестна, я думаю, что это будет середина марта. Я слышал, что камбэк BTS запланирован на тот же месяц, что и у их младшей группы Tomorrow X Together, сказал один из источников The Korea Herald. Сначала могут быть BTS, затем TXT или наоборот. Другой источник сообщил, что NHIPEN, мужская группа из Believed Lab, изначально планировала свое возвращение на март, но перенесла его на январь, чтобы избежать совпадения с возвращением BTS. Believed Lab является дочерней компанией HYBE в рамках своей мультилейбловой системы, а также Big Hit Music, которая управляет BTS. В Big Hit заявили, что пока не получили подтверждения относительно графика камбэка группы. Хотя март может показаться далеким, генеральный директор HYBE Ли Джи-сан ранее заявила о более длительных сроках во время собрания акционеров компании в марте этого года. Он заявил, что участникам BTS потребуется время для подготовки и творческой работы после увольнения из армии. Мы готовимся вместе с продюсерами высшего уровня, но артистам также нужно время, чтобы подумать и подготовиться, сказал Ли. Однако инсайдеры отрасли считают, что предварительный релиз сингла или другого проекта может быть отменен до официального возвращения группы. Уровень того, насколько же он Baby Girl, просто зашкаливает. Японский айдол группы АУН Рео упомянул в интервью,
что хотел бы сделать кавер на песню Чангука «Euphoria». «Euphoria» от Чангука. Это песня, которая мне настолько нравилась, что я пел ее даже во время перерывов на тренировках, когда был трейни. Я очень хочу когда-нибудь исполнить ее для своих фанатов. Талант Чангука, его невероятное трудолюбие и естественная харизма вдохновляют не только поклонников по всему миру, но и самих артистов. Он стал тем, на кого равняются молодые айдолы, примером того, как преданность своему делу и любовь к сцене могут завораживать миллионы. Спокойно, никто не отнимает. Обновление на Вевос. Привет! Это Big Hit. Мы рады поделиться с вами новостью о предстоящем завершении службы Юнги. Юнги уже близок к завершению своей службы в качестве альтернативного служащего и вскоре будет официально демобилизован. В день его увольнения специальные мероприятия проводиться не будут. Скопление людей может создать риски для безопасности, поэтому мы искренне просим фанатов воздержаться от посещения места службы. Пожалуйста, передайте свои теплые слова поддержки и поздравления в своих сердцах. Мы всегда благодарны за вашу неизменную любовь и поддержку Юнги. Наша компания и дальше будет прилагать все усилия для поддержки наших артистов. Еще раз благодарим вас за вашу постоянную любовь и поддержку BTS. Как же мы близки к тому, что в ближайшем будущем увидим их вместе на сцене. Дёкджули, футболистка, выложила это фото в сторис в Instagram и отметила Тэхёна. К тому же, это не первый раз, когда Дёкджули выражает свою симпатию к Тэхёну. В настоящее время она играет за клуб Incheon Red Angels на позиции защитника и входит в состав женской сборной Южной Кореи. Тэхён действительно объединяет людей, от фанатов по всему миру до спортсменов, актеров и художников. Видеоролики с танцами Ким Тэхёна на концерте Феста поднимут нам настроение. Несколько статей от КМедиа о том, как Тэхён занимается гольфом во время жары в Южной Корее, набирают популярность на Naver. В статьях также подчеркиваются важные меры предосторожности, которые Тэхён принял, чтобы избежать теплового удара, такие как использование УВ-пластырей от солнца. Ну вот зачем? Фотография Чангука была включена в школьные учебники английского языка для 7 класса в Таиланде. Чангук представлен в тайском учебнике английского языка для 7 класса.
а его фотография и биография использовались для обучения школьников тому, как писать биографии. Его имя также появлялось на экзаменах по всему миру. Они созданы друг для друга. Товарный знак Чангука официально вступил в силу в Бразилии через Национальный институт промышленной собственности (ИНПИ). Название официально одобрено и зарегистрировано, что гарантирует ваши права на товарный знак в стране. Важно отметить, что регистрация товарного знака, особенно в нескольких категориях, как это сделал Чангук, не означает, что все перечисленные продукты будут выпущены, а скорее то, что никто не сможет использовать его в коммерческих целях без разрешения. Это мера безопасности и контроля прав. Все обратили внимание, как заботился о Чангуке его верный менеджер. Хочется отдать должное этим людям. Парная одежда, парные чехлы и брелки, одинаковый сервиз и игрушки перечислять можно бесконечно. И это всегда Тэйкук. Это всегда они. Похоже, кто-то оказал на него сильное влияние, и угадайте, кто это сделал. Тэхён извинился, потому что подумал, что Чангуку не понравился его подарок, но по его счастливой моське видно, что ему все понравилось. Небольшая история о великом, как просто быть отмененным в Корее и в других странах. Пэка Чон Вона – шеф-повар-миллиардер. У него много было ролей в Корее, и не только. Он владелец 25 ресторанных франшиз, генеральный директор развлекательной компании,
телеведущий, наиболее известный по сериалу Netflix «Кулинарные войны классов» и муж актрисы Сою Джин. Он считался самым крутым шеф-поваром Кореи, вы знаете их отношение к еде. Еще он кумир матери Тэхёна, ради нее он сделал с ним фото, попросив его лично. Но, к сожалению, из множества нарушений, будущее его бренда и карьера под вопросом. Первое – это его личном и профессиональном поведении. За кулисами он был грубым и часто оскорблял персонал и увольнял без причины. Многие считают, что он злоупотреблял близкой дружбой с президентом. Скандал с запрещенным содержанием китайскую ферментированную соевую пасту в его продукции. В данный момент проходят суды. Любит нюхать волосы любимого. С последнего прорвало. Некоторые комментарии о Тэхёне к видео отзыв о BTS в реальной жизни от сотрудника. Тэхён был действительно красив, как я и думала. Его черты лица были очень четкими, он был как живая скульптура. В нем сочетались черты айдола, актера, Востока и Запада. Я молча смотрела на него, потому что думала, что никогда больше не увижу такого лица. Когда Тэхён смотрел на фанатов, они затихали на каждый момент, вместо того, чтобы кричать. Затем они начали шептать. Я просто не чувствовала, что нахожусь в одном пространстве с ним. Где бы он ни родился, он стал бы знаменитостью. Даже если бы он жил в горах, весь в угольной пыли, его бы выбрали. Его лицо было идеальным, как в принца, но он был похож на любопытного 7-летнего короля. Он постоянно озирался, громко смеялся, много говорил. Ему было любопытно все – шляпа Намджуна, его одежда, пространство вокруг сцены и фанаты. Все было для него раем любопытства. Он мило, Джо, обратился к Намджуну, как сын, и даже сказал, что хочет надеть его шляпу, но Намджун все тепло принял. Когда Намджун был с Тэхёном, у него было лицо отца-борца за независимость, но он относился к нему, Тэхёну, с выражением ангельской матери и медом, капающим из его глаз. Поэтому он, Тэхён, выглядел как единственный сын богатой семьи, выросший в огромной любви. Затем он внезапно повернул голову, окинул взглядом фанатов и начал задавать вопросы. Он был как ребенок, задающий по 10 вопросов в минуту. Его нос был невероятен. «Почему его нос начинается со лба?» – подумала я. Я даже не чувствовала зависти, а скорее благоговейный трепет. Он был шедевром, созданным Богом с предвзятостью. У него был яркий и невинный взгляд и резное лицо. Более крупное телосложение, чем я думала, мужественный голос, и он ни разу не ошибся в пении, хореографии или движениях. Все это меня удивило. Я видела его лично на VIP-месте на концерте Птиди и на публичной трансляции СБС. Концерт Птиди был первым разом, когда я видела его лично. Я была так потрясена, когда впервые увидела Тэхёна лично во время саундчека. Во время шоу СБС, после его окончания, Джин и Тэхён спустились недалеко от моего места. Вау, моя челюсть буквально отвисла. Это был мой второй раз, когда я видела Тэхёна лично, поэтому я не была так удивлена, как раньше, но человек, сидевший рядом со мной, чуть не упал в обморок. Наши места были прямо у прохода. Я мог видеть его примерно с расстояния 2 метров. Ви в жизни лучший. Это действительно удивительно, когда кто-то видит его впервые. Камера не может передать трехмерность его настоящего облика. Я чуть не потеряла сознание, когда увидела Ви. Камера не может передать трехмерность его лица. Он был просто 3D сам по себе. Его черты лица не были похожи на черты лица корейца. У него очень высокий нос, а глаза большие, которые словно поглощают меня. Я была так потрясена, увидев его вживую, что некоторое время не могла понять, реальность это или воображение.
Руки Тэхёна для талии Чангука. И не говорите, что вы не скучали по таким лукам Тэхёна. Второе место. Это так интимно. Чангук никак не может налюбоваться своим парнем. Взгляд, полный любви, гордости и нежности. Первое место. Руки на стол. Быстро. А что это мы там делаем? А? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,